那我就来会会你。尽管来。古天境，现！不寄望准了。这里是古族，不欢迎你们。你好强！就你还想杀老？ В пещере Тоше произошла ужасающая битва 4 святых 9 звезд. Хунтянди сумел захватить зародышевую пилюлю Тоше и даже проглотил ее. Сяоянь был в шоке от этого безумного поступка. Как это все было? Джуконь и Гуюань вместе объединились и попытались насильно вырвать пилюлю божественного ранга. Сяоянь лишь наблюдал, не смея вмешиваться в столь высокоуровневую битву, потому что к тому моменту он был лишь святым 7 звезд. Итак, Джуконь закричал: «Мы сможем достать зародышевую пилюлю из его тела! Атакуем!» Гуюань кивнул. Хунтянди приобрел большое преимущество из-за того, что у него оказалась зародышевая пилюля. Почему он моментально не взорвался? Ведь подобный поступок был самоубийством. Дело в том, что техника Тоше, а именно преобразовывающее пилюлю кольцо, созданное пламенем пожирания пустоты, в конечном итоге смогло сдержать большую часть мощи пилюли божественного ранга. Джуконь и Гуюань, двое могучих святых пика 9 звезды, вдвоем бросились в небо и выстрелили в сторону Хунтянди. «Вы не справитесь со мной!» Хунтянди не испугался, увидев две приближающиеся фигуры. Он громко рассмеялся, сжал оба кулака и ударил ими. Когда Хунтянди ударил кулаками вперед, два больших вакуумных пространства непосредственно сформировались в небо. Гуюань и Джуконь, они ощутили жестокий ветер перед собой. Они поспешно высвободили свою доуци, готовясь встретить атаку. Сразу два оглушительных громких звука взорвались в небе. Страшный, разрушающий шторм образовался после столкновения с руками Гуюаня и Джукуня. Они отлетели назад на несколько метров, в то время как Хунтянди продолжал гордо стоять в небе. После начала действия пилюли от него начинали излучаться все более пугающие энергетические колебания. Видя, что ситуация резко изменилась, Сяоянь начал искать решение. Было неожиданно, что, проглотив зародышевую пилюлю божественного ранга, сила Хунтянди на самом деле возросла до такой степени. Более того, все понимали, что он только начал ее перерабатывать. Если Хунтянди позволить успешно переработать эту пилюлю божественного ранга, он сможет продвинуться до уровня бога. В тот момент вся их борьба перестанет иметь всякий смысл. Хунтянди отступил по воздуху. Он посмотрел на Гуюаня и Джукуня и громко рассмеялся. «Гуюань, в конечном счете я все равно одержал победу в битве!» Он готовился и планировал все это в течение многих лет и, наконец, достиг финальной стадии. «Вполне вероятно, что внутри ты чувствуешь себя очень ужасно, да? Не радуйся слишком рано!» — холодно ответил Гуюань. Хунтянди слегка закрыл глаза от опьянения чистой силой. Прошло много лет с тех пор, как он ощущал такое увеличение силы. «Ты выдержишь?» Пламя пожирания пустоты позади Хунтянди невольно спросил: если Хунтянди действительно взорвется из-за переполнения энергии, пламя пожирания пустоты определенно не сможет справиться с Гуюанем и Джукунем. Пламя было немного раздражено. Никто не знал, было ли это потому, что Хунтянди съел зародышевую пилюлю божественного ранга, или потому что тот нагло выхватил пилюлю из его рук. Неужели пламя пожирания пустоты тайно имело свои планы на пилюлю? «Можешь быть уверен, я знаю свои пределы», — ответил Хунтянди. Он, похоже, не паниковал из-за дико рвущейся наружу энергии в своем теле. «Все, что нам нужно сделать, это уйти». Хунтянди оставался чрезвычайно спокойным, как будто он не беспокоился о Гуюане и Джукуне. «Пытаешься уйти и думаешь, это будет так просто?» Гуюань и Джукунь высвободили доуци до предела и безумно полетели в сторону Хунтянди. Тем не менее, Хунтянди просто махнул рукой. Он легко блокировал их атаки, а далее вызвал пространственную трещину, готовясь к уходу. Гуюань и Джукунь еще сильнее рассвирепели. Мощные столбы доуци, которые могли вызвать дрожь в сердце, прорвали пустое пространство. Они постоянно врезались в защиту перед Хунтянди. От каждого столкновения возникали энергетические пульсации.
Хунтянди предпочел игнорировать атаки этих двоих. Он притянул 2 экспертов из клана Хунь и бросил их в сторону пространственной трещины. Но в тот миг произошел взрыв, которого не ожидал и сам Хунтянди. Разрушающие колебания возникли позади него. Лицо Хунтянди дернулось. Из уголков его рта тут же потекли ручейки крови. Пламя пожирания пустоты был сильно поражен, увидев эту сцену. Оказалось, что состояние тела Хунтянди было не в таком хорошем состоянии, как тот утверждал. Конечно, он не мог просто игнорировать битву против 2 святых 9 звезд, даже если и имел нескончаемый поток энергии от зародышевой пилюли божественного ранга. Гуюань, как только я полностью переработаю пилюлю Туше, настанет время, когда ваши кланы Гу, Лей, Янь, Альянс Небесного Дворца и племя древних драконов пустоты полностью исчезнут из этого мира. Хунтянди вытер кровь с лица. Он повернул голову и посмотрел на всю группу Гуюаня и Сяояня. Хунтянди схватил пламя, пожирающее пустоту, и бросил его в пространственную трещину. Увидев это, пламя, пожирающее пустоту, забеспокоилось. «Здесь еще мой!» Однако прежде чем он успел закончить фразу, пара кровавых трещин возникли на шее Хунтянди. Он сразу понял, что тот не мог продолжать сражаться, так что пламя сжал зубы и устремился к пространственной трещине. Гуюань и Джукунь увидели, что Хунтянди действительно смог разделить пространство, после чего вспыхнул энергетический прилив и безумно хлынул в сторону Хунтянди. Этот последний удар врезался в спину Хунтянди. Тот побледнел. Много кровавых ран образовалось по всему его телу. Наконец, кровь выстрелила. Однако Хунтянди и пламя, пожирающее пустоту, воспользовались этой силой, чтобы устремиться прямо в пространственную трещину. В мгновение ока они исчезли. Пространственная трещина также быстро исчезла. Гуюань и Джукунь появились в месте, где ранее находилась эта трещина. Пугающая рябь хлынула из их рук. Они яростно ударили по тому месту, но само пространство только на мгновение задрожало. Никаких трещин не появилось. «Черт возьми!» Выражения лица Гуюаня и Джукуня сразу же исказились. Эта обитель древнего бога Тоше была просто невероятно стабильна. Если они захотят уйти, им придется вернуться ко входу, однако к тому времени, когда они это сделают, вполне вероятно, что группа Хунтянди сбежит очень далеко. Сяоянь и все остальные были крайне мрачны. Они упустили ту самую пилюлю, что открывала путь к Доуди. И хотя Хунтянди был серьезно ранен последней мощнейшей атакой Гуюаня и Джукуня, но пилюля все исцелит. «Этот ублюдок слишком хитер!» Посмотрев на Цзиянь и потеряв руки, с горечью произнес Джукунь. Цзиянь взглянула на него, после чего перевела взгляд на молчаливого Сяояня. Она покачала головой и тихо ответила: «Что нам теперь делать?» Хунтянди получил зародышевую пилюлю божественного ранга. Если он успешно переработает ее, то, скорее всего, у нас появятся большие проблемы. «Они отплатят нам прямо сейчас в царстве клана Хунь!» Со свирепым выражением лица произнес Лэй-Ин, глава клана Лэй. Но Сяоянь знал, что Хунтянди не был настолько глуп. В своем нынешнем состоянии он не сможет сражаться, поэтому либо они не вернутся в клан Хунь, либо они будут использовать некоторые методы, чтобы скрыть царство Хунь. Хотя скрытие целого царства и было чрезвычайно хлопотным делом, Хунтянди мог сотворить подобное. Более того, клан Хунь готовился к этому тысячи лет. Естественно, они заранее позаботились об этом. Надеюсь, он не сможет переработать зародышевую пилюлю божественного ранга. А иначе... Сяоянь скривил губы. Он поднял голову, оглядел других и заметил подобное беспокойство и в их глазах. Когда Хунтянди прорвется на уровень бога, и в этом мире не останется никого, кто сможет его остановить. Учитывая его мстительный характер, все фракции в армии Альянса определенно пострадают от его разрушительной мести. К сожалению, все пути в царство Хунь были разрушены. Сяоянь, Гуюань и остальные искали способ найти их. Ведь, как сказал Хунтянди, когда я полностью переработаю зародышевую пилюлю божественного ранга, настанет время, когда ваши кланы Гу, Лей, Янь, Альянс Небесного Дворца и племя древних драконов пустоты полностью исчезнут из этого мира.
Всему грозило истребление, но на переработку столь необычной пилюли нужно время. Не факт, что любой сумеет переработать зародышевую пилюлю божественного ранга. Гуюань произнес: «Теперь единственное, что мы можем сделать, это молиться, чтобы Хунтянди не смог успешно ее переработать. Пока он не вступит в уровень бога, у нас будет возможность, конечно, если он преуспеет». Все замолчали, их сердца дико стучали, не осознавая этого, они не хотели думать о таком исходе. Спустя месяц выражение лица Гуюаня было необычайно серьезным. Он печально сказал: «Я действительно нашел местоположение царства Хунь, но уже слишком поздно». «Что это значит?» Спустя мгновение спросил Сяо Янь. Гуюань вздохнул, его взгляд проследовал в небо над центральными равнинами. Все центральные равнины внезапно сильно встряхнулись, когда он это сделал. Это событие увидела и остальная группа Сяо Яня. Они поспешно вышли из зала и посмотрели на далекое небо. Внезапно появился черный круг света. Этот круг света распространялся с шокирующей скоростью. Все центральные равнины окутались им. Естественная энергия, которая заполнила все центральные равнины, внезапно вскипела с появлением этого светового круга. Бесчисленное количество экспертов бледнело от шока, поднимая головы и смотря в небо. В центре внимания черный свет начал дрожать. Постепенно он превратился в яркий котел, расположившийся над ошеломленными глазами снизу. Размер котла не описать, казалось, он охватил все центральные равнины внутри себя. Что же это? Выражение лиц Сяо Яня и многих других изменилось. Они чувствовали знакомую ауру среди бесконечного света. Она принадлежала Хунтянди. Гуюань крепко сжимал кулаки, когда его низкий голос достиг ушей каждого. Хунтянди уже дошел до первоначальной стадии слияния с пилюлей. Теперь он намерен использовать центральные равнины как котел, жизни как ингредиенты, мир как пламя и его тело как пилюлю. Он действительно планирует переработать эту зародышевую пилюлю божественного ранга в истинную пилюлю божественного ранга. Как только пилюля сформируется, он продвинется на уровень бога. Хунтянди, мы все недооценили его дикие амбиции. Целебная пилюля уже приняла форму, а это означает, что самый важный шаг в приготовлении пилюли был завершен древним богом Тоше. Если Хунтянди сможет завершить этот последний шаг, то имеется и возможность, что он сможет завершить создание истинной пилюли божественного ранга, медленно объяснял Сяо Янь. Мы действительно недооценили Хунтянди. Хотя зародышевая пилюля божественного ранга мощна, у него будет иметься относительно малый шанс прорваться на уровень бога. Однако, если он создаст из зародышевой пилюли полноценную, он во много раз увеличит эти шансы. Можно даже сказать, что если он фактически заполучит полноценную целебную пилюлю божественного ранга, он сможет переступить через барьер, который мешал ему в течение 1000 лет. Первоначально сомневающиеся люди услышали объяснение Сяо Яня, которого можно было считать лучшим алхимиком на нынешнем континенте Дао Ци. Хунтянди стремился заполучить не только зародышевую пилюлю божественного ранга. Вместо этого он хотел заполучить подлинную пилюлю божественного ранга. В таком случае у нас сейчас должна появиться прекрасная возможность, верно? Поскольку Хунтянди должен завершить заключительный шаг, он определенно должен будет раскрыть себя. Тогда мы вмешаемся и остановим его», — произнес Лэйин. «Так что, его можно было остановить?» «Я не знаю, какой секретный метод использовал Хунтянди, но он уже полностью слился с пилюлей. С его нынешней силой, скорее всего, даже объединившись с Джукунем, нам будет чрезвычайно трудно остановить его». Гуюань покачал головой и продолжил. «Думаю, если бы переработка пилюли не была настолько важна, клан Хунь, вероятно, уже вторгся бы к нам». Все были поражены. Ситуация становилась все хуже и хуже. В прошлом они еще могли сражаться на равных. Более того, с появлением Джукуня армия Альянса даже одержала верх. Теперь же это преимущество полностью исчезло за такое короткое время. Аура Хунтянди стала уже крайне сильной. Я ощущаю, что он в скором времени достигнет успеха. Нарушил тишину голос императора драконов Джукуня. Сердца окружающих людей сжались, когда они услышали его. «Только не говори, что мы лишь и сможем разве что смотреть, как он завершает заключительный шаг». Сжал зубы Лэйин.
В его голосе была слышна злоба. В последнее время они все вели себя как черепахи, скрываясь за защитным барьером. Подобная обстановка вызвала в душе многих экспертов негодование. Формация была заложена, лишь энергии в облаках достаточно, чтобы доставить нам проблем. Даже не стоит и говорить о начале сражения между жизнью и смертью с Хунтянди. Покачал головой Гуюань. С силой Хунтянди он уже далеко не мог сравниться. Они могли лишь временно защищаться, но об атаке на него не могло быть и речи. Эксперты сжали кулаки, даже главы испытывали беспомощность в такой ситуации. Что уж там говорить о их подчиненных. Пока Хунтянди прорывался к уровню бога, Сяо Янь также был занят очень важным делом, которое могло изменить обстановку на всем континенте Доуци. Нет. К сожалению, второй зародышевой пилюли не было, но был другой путь. Об этом мы поговорим в отдельном видео. Теперь нам всем остается только надеяться на Сяо Яня. Только тогда у нас появится шанс перевернуть доску несчастий. Иначе с центральными равнинами будет покончено. В голове Гуюаня вспыхнул образ того молодого парня, когда он тихо сказал: «Я верю, что он создаст новое чудо». В ужасающей и отчаянной атмосфере время неторопливо текло. Кровавые облака давили, не позволяя никому испытывать радости. 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, полгода. Цвет кровавых облаков все насыщался, и время от времени кровавый луч спускался на землю. За прошедшее время не возникло ни одной ошеломляющей битвы. Кровавые облака затмили половину территории центральных равнин, однако не появился ни один эксперт клана Хунь, даже голос Хунтянди ни разу не прогремел эхом. Тем не менее, жестокая и чудовищная аура со стороны крови становилась все более ужасающей с течением всего этого времени. На 7-й месяц напряженной атмосферы посреди моря крови в далеком небе наконец появилась рябь. Море крови бурлило. Посреди него возник водоворот. В скором времени из водоворота поднялся кровавый лотос большого размера. На нем сидел человек. С его плеч падали волосы кровавого цвета. Всем своим видом он напоминал демона над кровавым морем, что распустил свои крылья. Эта сила опьяняет. Человек медленно открыл глаза. Алый цвет глаз вызвал рябь посреди моря. Пространство за спиной Хунтянди исказилось в тот миг, когда он открыл глаза. Из разлома вышел человек, окутанный черным пламенем. Все потомки кланов Лин, Ши и Яо уже сброшены в кровавый бассейн. Примерно 60% потомков жителей клана Хунь также сброшено туда. Однако подобный ход вызвал волну негодования, сказала пламя пожирания пустоты. Хунтянди поднялся с кровавого лотоса и громко рассмеялся в небо. Следом он раскрыл рот, высвобождая силу всасывания. Массив черного пламени превратился в луч света и поглотился им. Аура, что как будто бы превосходило собой целый мир, вырвалось из тела Хунтянди. Со стороны бездонного моря крови вырвалась гигантская волна. Хунтянди повернулся в сторону земли, необычная улыбка всплыла на его лице. В то же время его голос, переполненный безграничной кровожадностью, разнесся по всем центральным равнинам во властной манере. «Запомните этот день. Сегодня я, Хунтянди, приобрел могущество Бога». Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.